Почему существует измена? Я сейчас говорю не о разовых акциях по пьяни. Об этом виде измен я рассказывал в ролике «Секс – это пряник или кнут». Сегодня я хотел бы поговорить о долговременных связях. Почему они длятся годами? Почему не рвутся в это время законные отношения? Какова природа такого поведения? Сразу оговорюсь, что я не собираюсь заниматься морализаторством. В моем понимании плохо только то, что мешает выживанию. Все остальное просто существует. Ножом можно нарезать хлеб, а можно зарезать человека. Нож не плох и не хорош. Он просто существует. Он орудие. Каждый волен придавать ему то значение, которое ему хочется. Я хочу разобрать с вами такое явление, как измена. И какие процессы в нашем организме, в нашей нервной системе являются причиной этого феномена. Это канал «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис» и я ее ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже больше четверти века я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. И на этом канале я рассказываю о прикладном значении этой модели. Как законы прохождения электрических сигналов по нервным волокнам определяют наше поведение, наши эмоции, нашу жизнь. А в свете темы сегодняшнего видео, каким образом закон Ома для параллельных цепей предопределяет, будете ли вы изменять своей второй половинке или нет. Так каким образом все это взаимосвязано? По нашим нервам не текут верность или измена, любовь или ревность, образы или звуки. По нервным волокнам протекают только электрические сигналы, которые принято называть нервными импульсами. И все разнообразие нашего поведения зависит только от того, куда и сколько электрических сигналов проходит по нервным путям. А также от того, что является источником для генерации рецепторами электрического тока. То есть ответ на вопросы «откуда», «куда» и «сколько» определяет любое наше поведение, в том числе и склонность к изменам. Наша нервная система, по сути своей, является электрической системой. Системой, которая сама создает, сама проводит, сама использует, сама утилизирует электрический ток. Чем больше электроэнергии поступает в мозг, тем больше процессов он способен производить в единицу времени. Тем бодрее и энергичнее мы себя чувствуем. Мозг стремится к получению максимально возможной электроэнергии, к максимальной мощности, к максимальной производительности. И очень плохо относится к дефициту энергии. Чем меньше энергии потребляет мозг, тем меньше у него возможности изменить эту ситуацию. Если вспоминать о психологии, то нужно вспомнить об эмоциях. Что это такое? Словарное определение вам не поможет. Все существующие определения этого термина не могут дать понимание смысла эмоций. На самом же деле все достаточно просто. Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в мозг. Чем больше тока поступает, тем мы счастливее. Когда электричества в мозг поступает мало, мы впадаем в депрессию. Поэтому с точки зрения психологии наша цель – быть максимально счастливым. С точки зрения электрофизики – использовать максимальное количество электроэнергии. Это одно и то же. Перед тем, как вернуться к разговору об изменах, нужно понять еще один момент. Ответить на вопрос «откуда?». Что является источником энергии для работы нервной системы? Таких источников всего два. Окружающий мир и изменение физико-химического состояния нашего организма. И то, и другое заставляет рецепторы генерировать нервные импульсы. Но между этими источниками энергии огромная разница. Энергия внешнего мира, Вселенной, бесконечна и безгранична. Энергия же изменения состояния нашего организма не просто мала, она еще должна быть возобновлена. Чтобы состояние организма изменилось, нужно приложить для этого энергию. Чтобы аккумулятором воспользоваться, его нужно зарядить. Поэтому коэффициент полезного действия этого источника энергии очень мал. И его использование ведет к возникновению дефицита энергии. К тому, что представляет единственную серьезную угрозу для нервной системы. Поэтому все наше поведение, все, чем управляет нервная система, будет направлено на то, чтобы не допустить этого. Весь наш опыт, все наши знания – это работа огромных рефлекторных комплексов, связи между колоссальным количеством нервных клеток и отростков. И каждый из этих комплексов представляет собой электрическую цепь, поставляющую электроэнергию в мозг. Чем меньше электрическое сопротивление этой цепи, тем больше энергии поступает в центральную нервную систему. Как вы, наверное, уже догадались, мы будем пользоваться теми путями, которые будут энергоемки. Мы будем пользоваться тем опытом и совершать те поступки, которые приносят нам больше удовольствия.
больше счастья. Теперь вернемся к нашим бараньим котлетам. Измена. Вы наверняка слышали, что измена всегда происходит в тех семьях, где отношения негативные. То есть в свете вышесказанного, там, где срабатывает тот опыт, те рефлекторные комплексы, которые энергоснабжаются болью, а следовательно, и которые ведут к дефициту энергии. Вы можете использовать фразы типа «быт убил любовь» или что-то подобное. Но истинная причина в том, что наступило истощение, выгорание. Появился глубокий дефицит энергии. Наша нервная система жаждет восполнения энергии. Поскольку мы считаем себя разумными, мы ищем пути решения этой задачи. Даже пути неразумные. Измена является одним из таких путей. Не лучше и не хуже. Вы можете завести хобби, можете завести интрижку. Это одно и то же с точки зрения электрофизиологии нервной системы. Как я сказал в самом начале, я не собираюсь читать морали. Я просто объяснил вам механизм образования склонности к изменам. Не более того. Что с этим знанием делать, решать только вам. Убрать боль, как источник энергии из семейного опыта. Изменять. Заняться чем-то, что делает вас счастливым. Развестись. Выбирайте. Одно могу сказать точно. Измена в отместку бесполезна. Если для вас идея измены не приносит счастья, то можете даже не пробовать. В результате вы получите еще большее опустошение. Месть не будет сладкой. Все предлагаемые психологами, священниками, а сейчас и политиками способы не помогут. Потому что останется опыт измены супруга, приносящий боль. Единственным действенным способом был бы вариант убрать боль как источник энергии. Это вполне возможный вариант. Но это тема отдельного большого разговора, целой серии видеороликов. Я рассказываю об этом в других своих видео. Вы найдете ссылки на них в описании. Более подробно о работе нервной системы и о том, как использовать это знание для достижения счастья, успеха, уверенности в себе, энергичности, вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет» и на сайте «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис». Будьте здоровы и счастливы. Любите друг друга. Берегите друг друга.